Пориньте у літо 4G без ліміту. Качайте аж до кінця липня. We got time to make this right. But it's hard to keep falling down. Дневники нужны для того, чтобы определенно отсчитывать свой и наглядно видеть свой прогресс, расставлять какие-то приоритеты и цели на последующие дни. Я сначала, когда эти дневники, как бы сказали, заполнять, я сначала к этому отнесся как-то, непонятно, типа, не знаю, было лень там или еще что-то. Но потом вот день за днем все больше и больше импакта начал вносить. День за днем как-то ты начал формировать свои мысли очень компактно, очень понятно и четче ставить цели, опять же. Есть непонимание, да, потому что все, кто начинают работать с дневниками, они без исключения все не совсем понимают, зачем это нужно. Потом уже, когда ты заполняешь дневник там, на протяжении хотя бы недель 3, и ты уже, скажем так, читаешь свои первые записи, то, что происходило потом, уже есть, скажем так, в первую очередь это видение прогресса. Да? То есть как ты вначале отвечаешь на вопросы, как ты потом отвечаешь на вопросы, что для тебя важно, что не важно, какие эмоции возникают в процессе, скажем так, заполнения дневника, в процессе перечитывания. Это все работа, которую спортсмен делает сам с собой. Просто в профессиональном спорте все без исключения, да, там у нас, например, там тренер, вот Саша, которая ведет зарядку, да, она там про дневник спросила, по-моему, на вторую тренировку, да, а вы ведете дневники? Потому что это полезно. Я веду свой собственный дневник, он не столько про прогресс ребят, сколько про прогресс вообще понимания, что происходит. Мой дневник в основном включает что? Я в первую очередь ставлю цель на какой-то там период времени, да, там в основном это на день, то есть, например, с вечера ставлю цель на следующий день и вечером подвожу итог, что из того, что я поставил, было достигнуто, каким способом, что я заметил, что получилось, что не получилось, вот такое, да, то есть я больше уделяю именно себе внимание в своем дневнике, чем вот ребятам. Никогда не вел дневник, только слышал от знакомых, что кто-то там что-то делает дневником и удивлялся, зачем это. На самом деле, я к этому относился скептически, думал, не понимал, зачем это вообще нужно. А потом, когда понял, что на дистанции это очень помогает, то осознал, что это реально помогает. Пишешь каждый день свои эмоции и выводы, и ты можешь на дистанции увидеть свой прогресс и свои изменения, как внутренние, так и психологические. Обрадовался, потому что я когда-то... Там есть всякие фильмы, секреты, как добиться успеха. Там надо записывать то, что ты хочешь достичь, чего ты достиг, на каком ты уровне сейчас прогресса. И я когда-то задумывался, как-то, может, даже и начинал. Как-то не получилось. Это лень. Дневник — это дисциплина. Дисциплина в первую очередь именно разума, потому что когда ты записываешь в дневнике свои мысли, а потом перечитываешь, ты видишь все свои недоработки, ты видишь, что поменялось в твоем мышлении, как именно ты сейчас думаешь для того, чтобы достигать результата. И у них, например, есть там такой момент, да, когда прописываются некие, это называется эталон, идеальные значения, да, как я вижу свою идеальную игру. И дальше они вот прописали, как они видят свою идеальную игру, и сравнивают. Да. Через месяц они заново прописывают эти эталоны. Да, то есть вот мы уже дважды прописывали эталон именно идеальной игры. И вот если сравнивать то, что было в начале, и то, что потом, очень сильно отличается в сторону именно структурированности, то есть понимания вообще, куда мы идем, зачем мы делаем именно так, то есть вот четкого понимания игры. Вот именно суть этого дневника и заключается, чтобы ты задумывался каждый, например, вечер, в чем ты спроектировал, что ты завтра планируешь делать. Я считаю, что нужно для того, чтобы, первое, это не забывать, что ты должен сделать сегодня, то есть насчет планов. Второе, писать каждый день, в чем ты стал лучше, то есть какой навык ты освоил или стал лучше в чем-то, что уже знал. Вот. И третье, это помогает как-то отпустить день, если вы понимаете, о чем я. Грубо говоря, изо дня в день все повторяется, то есть вы утром там лекция, вечером КС, и так неделю подряд, то становится ты уже такой, типа, а что писать? Мы, конечно, много учим в КС, такой, это я писал 3 дня подряд, типа, это и писать 4-й, такое. Я иногда задумывался, что где я вообще? Это ж лагерь Нави, вау, я мечтал об этом год назад, побывать в такой организации.
именно почему важно рукой писать? Ты видишь, как ты это писал, и тебе легче вспомнить, о чем ты думал в тот момент, когда ты это писал. Потому что это третий мой дневник. Первый у нас был плохой, потому что он у всех разрывался, он просто плохой дневник. Потом нам привезли Нави, вот этот дневник классный. А я его дома забыл, поехал домой, я забыл его дома. И вот еще у меня третий. Это их личное дело. Мы с Амираном не проверяем дневники, да? Мы не читаем то, что там написано. Я лишь фиксирую факт, что он заполнен. Да? То есть все, что меня интересует, чтобы дневник был заполнен. Каждый сам выбирает время, когда он будет заполнять этот дневник. Потому что у нас, например, выделено время в расписании на заполнение дневника. Но, как показала практика, в основном предпочитают заполнять перед сном. Да? Но, тем не менее, как бы все заполняют. Да, у нас общая структура по пунктам. Первое — это эмоции. Мы записываем все эмоции, которые мы пережили за этот день. Не обязательно мы заполняем это все от руки, для того, чтобы потом как-то через какую-то дистанцию прочитать это все и понять, в каком ты состоянии действительно это писал. Да? А потом у нас есть выводы, где мы, опять же, делаем там какие-то выводы в течение всего дня. Я, например, дневник люблю заполнять перед самым сном, когда уже ничего не происходит абсолютно. То есть я заполняю дневник и ложусь спать. Дальше. В чем я стал лучше за сегодня? Вот это очень крутой момент, потому что в течение дня ты что-то делаешь, ты даже в течение дня, в принципе, этот конкретный пункт можешь заполнять. Вот. И даже если ты об этом забываешь, ты потом перечитываешь и понимаешь, что ты все равно это уже научился, ты просто перечитал, опять зафиксировал у себя это в голове. То есть тебе вот с этим работать проще. Четвертое — это какую из поставленных целей я выполнил за сегодня, то есть вчера поставил цель, сегодня выполнил или нет. Да, то есть, ну и пятое, какую цель я хочу поставить. С собой, конечно, были такие моменты, когда я очень был собой недоволен, но я пытался погрузить себя в такое состояние, чтобы просто проанализировать без каких-либо эмоций, то есть не вдаваться в эмоции, потому что эмоции нам мешают. С самого начала я не понимал, что ставить, какие цели перед собой. Были иногда очень легкие, были иногда очень сложные. Сейчас же, в принципе, я считаю, что я шаг за шагом почти все всегда выполняю. Ну, бывает, не получается совсем, потому что совсем меняются планы. Тут еще иногда приезжают съемки, иногда у нас какой-нибудь кроссфит, после которого ты не хочешь ничего вообще делать, грубо говоря. Он так кайфовый, но потом долго отходишь. Есть такой момент, что один раз я не выполнил, я просто на следующий день вернулся к этой цели и разделил ее на несколько частей. И эти несколько частей я тоже выполнил. И, в общем, да, я исполняю свои цели. В течение дня я сначала записываю то, что на лекции мы проходим. Иногда там наши разборы по игре идут. Если там что-то есть интересное, я записываю сюда, чтобы не забыть. И потом просто свои какие-то мысли могу записать и там обозначивать, чтобы потом это прочитать, когда буду перечитывать, чтобы все вспомнить. Мы, допустим, проходим лекцию какую-то, нам наш психолог, тренер объясняет какие-то, допустим, разбираем игру, какие-то раунды или что-то еще, неважно, разбираем что-то. Вот. И я, соответственно, записываю какие-то важные для себя моменты, то есть что я считаю важным. Множество разных факторов. Допустим, что-то не получается в игре, там, еда очень важна. То есть если еда плохая, то у нас на разборе в конце дня каждый человек скажет о том, какая плохая еда. То есть это еда, то есть какие-то ситуации разные в взаимоотношениях, не знаю, может, не только тут. Ты же общаешься с друзьями, переписываешься с кем-то. Первые записи заключались такие там более общие вопросы, там, что такое, в общем, буткемп, что такое ответственность, зачем мы сюда вообще приехали, что будет здесь конкретно, то есть такие более общие вопросы были. Да, первая запись у меня была о том, что надо стать человеком. Но это довольно-таки широкое понятие. Стать более уверенным в себе и более открытым к другим. Вот и возвращаюсь. Первый день было весело, но было пипец трудно. Вот. И про торт написал. У нас был первые дни торт, судя по всему, класс. Самое позитивное — это когда все только начиналось. Потому что когда все только начиналось, были ожидания сначала другие совсем. То есть я знал, что это должен быть крутой проект, очень много всего интересного и так далее. Но вот когда ты начинаешь это переживать, вот эти вот самые первые лекции, самые первые какие-то движухи, это было самое эмоциональное, самое приятное.
был какой-то день, мне было прям супер весело и было хорошее настроение. Я не помню, что тогда точно произошло. По-моему, я выспался. Вот. Да, это игра против Саши Симпла. Вот. Ну, просто было такие эмоции, которые я еще никогда не чувствовал. Было очень круто. Я поддался под эти эмоции. У меня было сомнение в голове, и перед игрой я уже, в принципе, проиграл. Это плохо. Надо было подходить с другой стороны. Я помню одну запись, я прям очень хорошо сыграл. Я записал то, что все было четко. Поделился своими мыслями в этом дневнике. Просто все, ну, я просто написал про кроссфит, там очень интересно. Негативно. Но я не буду это читать. Мне было, я помню, очень классно после первого кроссфита. То есть прям состояние было очень классное, было и настроение хорошее, тогда все получалось. Вот. Физическая нагрузка очень дала свой плюс. Сейчас они расслабились, и они уже меньше уделяют внимания каким-то личным переживаниям, да, в пользу именно игровым. Да, то есть это смещение фокуса с каких-то там социальных отношений на собственные достижения. Это стремление стать профессионалом. Да, то есть вот такое. Ну, плюс, соответственно, это некий личностный рост, который очень сложно обозначить словами. Да. Ну, если брать начало, то я всегда писал в эмоциях, что волнение, шок. А в конце уже вот сейчас, например, уверенность и вот такое. Мое психическое состояние намного улучшилось. Я вижу на дистанции, чего я хочу. Я поставил свои цели, грамотно распределил все у себя в голове и думаю, что да, вот так вот. У тебя есть, так скажем, мерило, по которому ты оцениваешь свой прогресс и, соответственно, можешь как-то направлять его в нужную сторону. Нам дали много техник, чтобы увидеть свой прогресс, поэтому с этим вообще проблем нет. То есть раньше я не мог замечать свой прогресс, то есть именно я. Мне все время брат подсказывал, либо кто-то со стороны, то есть, йоу, чувак, ты вырос в этом? Я такой, да, действительно. Мне приходилось пересматривать свои демки, то есть 3-месячной давности. Вот. А сейчас это не нужно, то есть я могу прочитать, где я был хуже, в чем я стал лучше. Изменилось немного восприятие всего, людей, теперь я по-другому с ними, так сказать, отношусь к ним, общаюсь с ними. Игра изменилась просто. Очень много чего я пофиксил, то, что хотел. И я научился немного контролировать свои эмоции, потому что я вспыльчивый человек. Мне это было супер-супер важно, потому что как и в жизни, так и в игре. Вот. Я не скажу, что на 100%, но я теперь плюс-минус понимаю, когда себя остановить. Потому что я мог сказать человеку в игре, в жизни что-то плохое и не остановить себя. То есть сейчас я нашел эту точку. Вот. И вообще стал более-менее спокойнее относиться к всяким вещам, что происходит. Я думаю, в хорошую сторону поменялся. Ну, не во всем, а именно в каком-то своем понимании. Так это не видно. На самом деле, да, мы играли турнир от MSI. Мы с парнями собрались там против нормальных чувачков. Мы 16-6, 16-7 против них сыграли. Но даже дело не в счете. Мы играем, я прям вижу, как все прогрессируют, все вообще без исключения парни. И когда мы играем, например, вместе в праке друг с другом, так это незаметно, потому что мы все прогрессируем. И это не так заметно, когда ты против других людей играешь. Когда ты против других играешь, это чувствуется. Надеюсь, что дневник не прекратится у меня. Я буду его дальше писать.